Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Я разбирала свои старые журналы, хотела провести, так сказать, инвентаризацию, и мне попался один журнал Верена. Посмотрите, он еще 99-го года, то есть из прошлого века, как-то ни странно не звучит. Но там мне понравился один узор, вот посмотрите, как он смотрится, да. Мне кажется, что он довольно актуален и в наше время. И я решила с вами поделиться этим узором, показать, как он вяжется. Значит, вот на модели он смотрится вот так, он был использован для детской модели с капюшончиком и для мужской модели с пола, с молнией, да. Посмотрите, смотрится очень красиво. Значит, вот так он вяжется, так он смотрится. Сложности здесь никакой нет. Единственное, что я пыталась разобраться сама с этим узором по инструкции, которая дан в журнале. И там инструкция, ну вот такая уже запутанная. Я не знаю, на кого она рассчитана. Я, честно говоря, разбиралась с ней очень долго и в итоге, ну как не придумала, а вот решила сама, как это все делать, потому что там у них очень запутано, но неважно. Значит, мы сейчас вместе разберем этот узор, если хотите. Вы сможете его себе в копилочку взять и использовать в дальнейшем для работы. Значит, раппорт этого узора 8 петель, и здесь вяжется 2 кромочные, но не 2 кромочные, а 1 кромочная и 1 дополнительная петля, значит, по 2 плюс. Значит, вы набираете 8, умножаете на количество ваших раппортов и плюс по 2 петли еще с каждой стороны. Также этот узор можно вязать по кругу, тогда вот эти по 2 петли не надо, а просто 8 петель раппорт этого узора. Значит, давайте мы с вами свяжем сейчас. Вот я набрала на спице, у меня здесь 16 петель и по 2 по бокам, то есть 20 петель. И чтобы вязать эту модель, вот посмотрите, здесь по началу вяжется изнаночная гладь, да? Манжетик или край изделия, сколько вы хотите, там 6-8 рядов, неважно, это когда будете вязать, вы возьмете себе вот это на вооружение. Вот я связала, здесь у меня 4 ряда изнаночной гладью. То есть, если вы вяжете поворотным вязанием, вы все время вяжете лицевыми петлями, лицевые, 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 лицевые. Если вы вяжете поворотным вязанием, то вы вяжете один ряд лицевой, один изнаночный, один лицевой, один изнаночный. Значит, вот мы связали. Это 6 рядов или 4, я уже сказала, не помню. Я их не считаю. И сейчас начинается первый ряд нашего раппорта. Я только пыталась немножко небольшую схему тоже составить, чтобы было легче запомнить, да, ну вот посмотрим. Теперь мы берем дополнительный цвет. Я возьму вот такой вот розовый цвет, легкий. Значит, мы берем дополнительный цвет. И вот этим дополнительным цветом мы сейчас вяжем 2 ряда. И тоже у нас будет та же изнаночная гладь. То есть мы вяжем лицевой и с обратной стороны тоже лицевой. Лицевыми петлями. Если по кругу, то вяжем один ряд лицевыми, один ряд вяжем изнаночными. Значит, мы вот сейчас вяжем просто первый ряд все лицевые. Вот, и второй ряд все изнаночные. Вот я пыталась здесь вот написать, чтобы вы видели, да, первый и второй ряд, дополнительный цвет и изнаночной гладью мы вяжем. Вот сейчас я свяжу вот эти 2 ряда, и мы с вами потом продолжим. Ну, вот я связала 2 первых ряда дополнительным цветом изнаночной глади. Теперь мы берем опять в работу основной цвет. И что мы делаем? Значит, кромочную я снимаю. И вот эту петлю, которую мы, вот я сказала, 2 были у нас дополнительные в раппорте, вот я их просто провязала. Теперь у нас начинается раппорт. Значит, вяжется основным цветом, вяжется лицевая гладь. Значит, по нечетные ряды лицевые, изнаночные, то есть четные ряды изнаночные. Короче, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Всегда вяжется основным цветом. Если вы вяжете по кругу, значит, естественно, все вяжете лицевыми петлями. Итак, начинается наш раппорт. Первая петелька в раппорте, мы ее просто снимаем. Нет, неправильно сказала. Снимаем так, как мы вяжем. Вот я так вяжу петлю, я так ее снимаю. Нитка остается за работой.
Дальше я провязываю 2 лицевых. Потом опять снимаю и провязываю 4 лицевых. 3, 4. Вот раппорт у нас закончился. Так как у меня здесь 2 раппорта, сейчас еще, значит, одно я снимаю, 2 лицевых, снимаю, 4 лицевых, 2, 3, 4. Вот у меня второй раппорт закончился. И осталось у меня 2 петельки, которые я сказала, они идут просто по краю. Это мы связали с вами 3-й ряд. Вот у меня стоит 3-й ряд и 4-й. Мы вяжем основным цветом и вяжем лицевыми гладью. Но вот я пыталась показать, что первая петля, мы ее просто снимаем, 2 лицевых, опять снимаем, 4 лицевых. И так мы повторяем наш раппорт от начала до конца. 4-й ряд мы вяжем, поворачиваемся и вяжем следующим образом. Значит, лицевую кромочную мы снимаем, и одна, которая у нас была с краю, мы тоже ее провязываем изнаночной. Так мы сейчас вяжем лицевой гладью. И смотрим мы по рисунку. Мы вяжем 4 изнаночные петли. И у нас сразу видно, вот петля, которую мы снимали. Она в изнаночном ряду, мы ее тоже снимаем. Вот как мы провязываем, хотели бы провязать изнаночную, но мы не будем провязывать. Мы ее снимаем, и нитка перед работой. Опять раз, теперь 2 изнаночные, и опять у нас петля, которую мы снимали, опять мы ее нитка перед работой. Дальше 4 изнаночных, раз, 2, 3, 4. Опять мы встречаем эту петельку, мы ее снимаем, и раз, 2, опять петелька, мы ее снимаем, и 2, одна просто лицевой и одна кромочная. Так, мы связали с вами 4 ряда. Вот посмотрите, что у нас уже получается. Следующий 5-й и 6-й ряд мы берем дополнительную нитку. В данном случае это у меня розовая. Значит, что мы делаем здесь? Мы провязываем, то есть первую кромочную я снимаю, потом вот эту вторую я просто провязываю. И теперь вот 5-й ряд, мы все петли вяжем лицевыми петлями. Единственное, что вот смотрите, вот эту петельку, чтобы она на вас красиво ложилась. Если я вот так вот сейчас возьму, она у меня будет перевернута. Я вот эти основные, которые мы снимали, я провяжу вот так. Дальше опять раз, 2, вот видите, это лучше вот так провязать, чтобы она красиво ложилась. Опять раз, 2, 3, 4, эту петельку вот так, раз, 2, и раз, 2, 3, 4 и 2 с краю. Также вяжите этот ряд, если вяжете по кругу, просто все лицевые петельки. Вот это у меня 5-й ряд. Теперь 6-й ряд. Мы разворачиваемся. И мы вяжем опять все петельки лицевые, так как у нас должно дополнительным цветом получаться изнаночная гладь. Значит, мы первую снимаем, вторую тоже, вот 2 крайние. Теперь мы смотрим по рисунку. Мы, значит, вяжем 4 лицевых, раз, 2, 3, 4. Вот я пыталась показать, вот 4 лицевых, это уже с изнаночной стороны. И вот эта петля, которая у нас, вот она все время, видите, она вот видно, она выделяется другим цветом. Вот сейчас мы ее должны провязать изнаночной, но сделать 2 накида, вот как бы раз, 2 и потом провязать. Следующие петельки мы вяжем лицевыми, раз, 2, и опять попадается эта петля, ее мы вяжем изнаночной, но с 2 накидами. Опять раз, 2, 3, 4, эту петельку изнаночной, но делаем накид дополнительный. Опять раз, 2 и раз, 2, и эту вяжем и кромочная.
Так, это мы с вами связали. Теперь 5-й, 6-й ряд. И теперь у нас идет 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. Раппорт всего 10 рядов. Это опять мы берем основной цвет. Переходим к серому. Кромочную я снимаю. Эту я провязываю. И теперь мы опять смотрим. Я опять пыталась вам показать. Мы вот эту петельку, где мы делали дополнительный накид, мы ее тоже просто снимаем, но так как будто бы мы собираемся вязать. Раз, и сняли. И нитку за работой. Дальше 2 лицевых. Опять сняли. Раз, 2, 3, 4. Раппорт закончился. Опять снимаем. Раз, 2, снимаем. Раз, 2, 3, 4 и 2, которые у нас по бокам петельки. Так, это у нас 7-й ряд. Вот, я пыталась его показать. Теперь 8-й ряд. Мы разворачиваемся. И что мы делаем здесь? Кромочная. И 2-я петля, мы ее просто провязываем. Теперь мы смотрим. Мы вяжем 4 изнаночные. Раз, 2, 3, 4. 5 у нас попадается вот эта наша петля. Мы как будто ее собираемся провязать, но нитка за работой. То есть перед работой. Опять. Раз, 2. 5 розовая петля, нитка перед работой. Раз, 2, 3, 4. Розовая петля, нитка перед работой. Раз, 2, розовая петля, нитка перед работой. И 2 с краю. 1 и кромочная. Так, это мы с вами провязали 8-й ряд. 9-й ряд продолжается опять основным цветом. Мы опять снимаем кромочную, 2-ю провязываем. Вот эта петля, которая у нас опять, вот видите, мы ее как бы снимаем. Опять, чтобы у нас ровненько ложилось, снимаем. Теперь нитка за работой. Раз, 2. Проверяем, вот чтобы она ровненько легла. Раз, 2, 3, 4. Раппорт закончили. Следующий раппорт. Опять вот смотрите. Если я ее вот так вот сниму, она у нас закрутится. Я ее снимаю вот так, чтобы она ровненько ложилась. Опять. Раз, 2. Раз, 2, 3, 4. Раппорт закончился. И 2 петельки с краю. Зачем эти 2 петельки с краю? Вы когда будете сшивать свои 2 части изделия, да, вот это вот здесь начало спинки у вас, вы закончили. И начало переда у вас будет точно так же. И вот вы сошьете, и у вас будет видно, не видно шва. Вот эти 2 петельки нужны для того, чтобы хорошо сшить, да, чтобы в шов ушло. И тогда у вас не будет видно, где соединяются раппорты. Так, дальше на чем остановились? У нас теперь мы вяжем последний 10-й ряд. Это мы вяжем с изнанки. Здесь то же самое. Эти 2 петельки мы провязали. Теперь раз, 2, 3, 4. Опять розовую мы снимаем. Нитка перед работой. Раз, 2. Розовая нитка перед работой. Раз, 2, 3, 4. Нитка перед работой. И раз, 2. Нитка перед работой. И крайние 2 петельки. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Мы с вами раппорт закончили. Вот это так. Вот, скажем, условно, мы вот так провязали кусочек маленький. Да? Здесь у меня провязано уже 2 раппорта. И теперь начинается, я не буду вязать дальше, но просто покажу. Вы сейчас берете опять дополнительный цвет розовый.
И смотрим. Дополнительным цветом мы сейчас должны провязать 2 ряда изнаночной гладью. То есть лицевой и с изнанки тоже лицевой. Я вот немножко покажу, чтобы на что надо обратить внимание. Вы опять смотрите. Вы пришли к этой петельке, и вот видите, чтобы она красиво легла, ее все равно надо развернуть. Мы ее разворачиваем. Вот это, когда начинаете новый раппорт, обязательно смотрите, что вот эти петли красиво у вас легли. Вот. Потому что иногда, может, в изнанке неправильно ее как-то сняли, забыли. Это не так важно, да? Как вы, ну, желательно, чтобы все правильно снимали, но если вдруг что-то забыли, ничего страшного. Потом вот в этом ряду, в последнюю, вы ее развернете красиво. Вот видите, как она ложится красиво. Теперь, значит, второй ряд опять мы вяжем все лицевыми и продолжаем дальше наш раппорт. Вот мне кажется, что такой узор очень симпатичный. Я, правда, не знаю, как насчет мужчины, вот, а на детском изделии, мне кажется, он будет смотреться очень оригинально. Вот все, что я хотела вам сегодня показать. Если вам понравился этот узор, я буду очень рада. Значит, я не зря сегодня затеяла разбор своей старой литературы. И вот мне попался такой узор. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана. До новых встреч.